Старый город Акко – это запутанное хитросплетение узких улочек и арочных проходов, настоящих декораций к восточным сказкам. Такой изумительной красоты, совершенно киношный проход. Такое полное средневековье, тем более, что этот рынок турецкий был построен на остатках Крестоносской улицы, которая вела от церкви тамплиеров к кварталу самих тамплиеров. Как гласит восточная мудрость, хочешь познакомиться с городом – иди на его базар. И хотя по своим размерам турецкий базар в Акко невелик, на нем можно найти все, что душа пожелает. Это так все вкусно выглядит. И такой, конечно, колоритный еще хозяин лавки. Знаменитые восточные сладости, любой выбор пахлавы, халвы, всего, чего только сердце пожелает. И рахат лукум, конечно же, посмотри, какие замечательные. Произведения искусства, можно сказать. Абсолютное. Боже, как красиво. И глаза, как на хорошем рынке, всегда разбегаются. Да? На любой вкус, все что угодно, любые товары, специи, рыба, мясо, кофе, все, что душе угодно, есть на Акском рынке. Пойдем пить кофе. Пошли. На Востоке знают толк в кофе и его приготовлении. Первое, что предложат гостю после приветствия, это чашечку ароматного напитка. И на шикарной вилле, и в обтрепанной палатке бедуина. Ароматы кофе, кардамона, корицы. Вот всего того, что делает вот этот аромат восточного базара. Я бы сказал даже, что запах кофе перебивает все остальные запахи уже за 100-150 метров до того, как подойдешь к этой лавочке. Мы с тобой шли на запах. Рядом с рынком расположен один из 4 караван-сараев османского Акко – Хан Аль-Шауарда. Кажется, совсем недавно сюда приходили торговые караваны из Аравии, Сирии и Египта. Это площадь, это двор, что это такое? Это двор караван-сарая, как их здесь называли хан. В данном случае это хан Шауарда, построенный Аль-Джазаром в самом конце 18 века. Постоялые дворы служили для караванщиков, которые приезжали в портовый торговый город Акко, привозили сюда свои товары. И надо сказать, что, находясь на этом дворе, люди испытывали полную безопасность. Почему? Потому что здесь они находились под охраной короны. И каждый, кто причинял ущерб караванщику, бросал в личный вызов султану Турции. Сегодня это место отдыха туристов и местных жителей. В арках старинных конюшен и складов расположились бесчисленные ресторанчики и кафе, где можно подымить кальяном, не спеша перекусить, выпить кофе и, конечно, сыграть в нарды. Мы же все-таки на Востоке. Но всего несколько шагов в сторону от шумного базара, и вот он, остров покоя и неги в кипящем страстями городе Востока. Сурен, что самого яркого осталось от османского периода жизни города Акко? Ну, наверное, это турецкие бани, хамам, куда мы сейчас с тобой зайдем. Баня. Пойдем в баню. Полное ощущение расслабленности и вот этого левантийского гедонизма. Ну, вообще на Ближнем Востоке никто никогда никуда не торопится. Это Ближний Восток. Все потихонечку. Как говорят на иврите лят-лят, по-арабски швай-швай. Не торопясь, спокойно. И, конечно же, баня – это было то место, где можно было не только помыться, но и отдохнуть душой. Собственно говоря, вот такой спа-центр 18 века, который построил здесь Аль-Джазар. Персонажи здесь любопытные. Турки, конечно, знали вкус в удовольствиях, и в русский язык, и в многие другие языки мира пришло почти без изменений турецкое слово «кейф». Это высшая степень наслаждения, когда человек отрешается от всего мира, получает удовольствие от жизни, кайфует, по сути дела. И здесь, в банях, действительно можно было достичь этого состояния. Теплый южный вечер опускается на минареты и башни старого Акко, оставляя ощущение ожившей древней восточной сказки. Кто знает, быть может, именно в Акко и проходит граница между мечтами и реальностью.